Всем привет, с вами Майкл Левитис. У нас сегодня интересное очень шоу. С нами сегодня гости. Очень-очень хорошая девушка, которая героиня, и она создает перемены. С нами Adela Cojab. Adela, welcome. Hi, thank you for having me. Adela по-английски говорит, но мы будем переводить. Adela Cojab. Adela, она сейчас учится в Law School в Нью-Йорке, в Кардозо. Но почему она героиня? Она борется с антисемитизмом в школах, в колледжах Нью-Йорка. Кто мог себе представить, в Америке, в Нью-Йорке присутствует антисемитизм. И мы должны об этом услышать, и мы услышим, что именно делает Адела, чтобы ситуацию изменить. И более того, она, когда была студенткой в НВЮ, она начала судить эту школу, и в результате ее суда президент Трамп внес изменения в законе, и мы услышим все об этом. Adela Cojab. Cojab — это на иврите значит звезда, и она по-настоящему звезда. Я хочу вам ее представить. Adela, please tell us a little bit about your background, about yourself. Where are you from? What do you do? Of course, thank you so much. I'm really excited to be here. Thank you. So, my family's originally Syrian Jews, Syrian and Lebanese Jews, and they moved to Mexico, where I was born, and then we moved to the United States because of a lot of crime in Mexico. Адела, она родилась в Мексике. У нее корни из Ливии и Сирии. Они сефардские евреи. И они переехали из Мексики в Нью-Йорк, потому что очень много сейчас преступлений в Мексике. А в Нью-Йорке антисемитизм. Ну, мы сейчас об этом услышим. But you moved to New York, but in New York there's anti-Semitism. Who knew? Who knew? Yeah. So, Adela, I know your fight started in NYU. Борьба Аделы началась в НВЮ, когда она была студенткой в НВЮ. И она сейчас нам об этом расскажет. Can you please tell us what happened in NYU and what made you get involved in this cause? Of course. I grew up Jewish my whole life, and it was always a very big part of who I was, but I never expected to find anti-Semitism. So I went to college to NYU, and slowly everything on campus became about Israel and Palestine to the point that the Jewish community was isolated socially. We felt like we couldn't partake in student activities anymore. Когда начала свою карьеру студенческую в НВЮ, Адела, она почувствовала, что там очень много разговоров и споров из-за Израиля и Палестины. Но это перелилось в антисемитизм против евреев. И евреи там себя очень некомфортно себя чувствовали, не могли заниматься какими-то занятиями, быть в каких-то кружках, клубах. И Адела решила, потому что она всегда была гордая еврейка, она всегда чувствовала себя, что она должна бороться за свою нацию, что нужно что-то сделать. I said you always felt as a proud Jew. You felt something needs to change. Yes. So what have you tried to do at NYU? Well, before I get to the change, I'll tell you the worst thing that happened. There were a lot of small instances, but at one point, after they tried to boycott the Jewish community, boycott our Tel Aviv campus, a group of anti-Israel students burned an Israeli flag on campus. They said Jewish students that are Zionists shouldn't feel comfortable on campus. And then they assaulted and battered a Jewish girl to the point that NYPD stepped in. They arrested 2 students and the school did nothing. Вау. Она была очевидцем, как на каком-то выступлении израильского клуба, еврейского клуба в НВЮ ворвались палестинцы, студенты. Они, во-первых, сожгли израильский флаг, и даже одну девушку они даже побили и нанесли ей какие-то увечья. Она была полностью в шоке, что такое может случиться на кампусе в Нью-Йорке в НВЮ. So I knew something needed to change, but I didn't know what to do. Она знала, что что-то нужно изменить, но она не знала, что именно. So I spoke to lawyers, and I asked if I had a case against the school for anti-Semitism. Адела обратилась к адвокатам, чтобы узнать, можно ли что-то сделать с юридической точки зрения против этой школы, можно ли их судить за то, что евреи себя некомфортно чувствуют на кампусе НВЮ в Манхэттене. So I asked the lawyers, do I have a case? And they said, no, you don't. Why? Because the law at the time didn't protect Jewish students under Title VI of the Civil Rights Act. Адела обратилась к адвокатам,
адвокаты сказали, что нет, судить невозможно, потому что в тот момент, и это, наверное, какая-то нам догадка, что будет потом, но в тот момент в законе не было защиты для евреев. Потому что есть такой закон федеральный, называется Civil Rights Act. Это закон про права человека в Америке, но эти права, оказывается, на евреев в колледжах не распространялся. Адвокаты сказали нет. They said нет, the attorneys. Нет. Okay, They and what said did you нет. do? So I started thinking and I realized if this would have happened to any other group of students, immediately they could file a lawsuit. So I said, even though I'm probably going to lose, I'm going to file the case. Адела про себя подумала, если могут сделать такое с другой какой-то группой национальной, то, наверное, был бы какой-то клич, были бы какие-то изменения, было бы волнение, но когда это коснулось евреев, всем было на это все равно, и поэтому она решила, в любом случае, будем бороться и будем судить. So I sued NYU for anti-Semitism when I was 22 years old. And then I spent the whole summer making as much publicity as I could for my case. Адела начала судить НВЮ, и она все лето, вместо того, чтобы работать, заниматься, она занялась тем, что она делала пиар, она делала publicity, она хотела, чтобы была какая-то огласка в публике, на то, что происходит в НВЮ, чтобы об этом люди узнали, и какое-то было волнение, и как-то привлечь к этому внимание. Кстати, если у кого-то есть какие-то вопросы к Аделе, я вам дам сейчас наш телефон, куда можно написать text-message, и Адела вам ответит. 347-201-0410. 347-201-0410. Adela, so you spent the summer publicizing your cause. And I started speaking everywhere I could. I was on Fox, New York Times, everything I could do. And one day I got a call to my cell phone from Washington, D.C. Вау. Ну, кто не понял, я сейчас переведу. Все лето Адела занималась тем, что она давала гласку этому делу, этой теме. Она ходила на передачи на Fox News, писала в газете, выступала. И один день она получила звонок. На caller ID была цифра 202, 202. Area-код — это area-код столицы Вашингтона. Okay, Adela, now this is getting interesting. Интересно, так, and what happened next? I picked up the phone and they said, hello, Adela. And I said, yes. And they said, we're calling you from the White House. Unbelievable. At that point, were you standing up or were you sitting down? I was sitting down. I was on my way to dinner with my brother. It was 9 p.m. on a Tuesday. Unbelievable. Yeah. В 9 часов вечера во вторник ей позвонили и сказали: Адела, мы тебе звоним из Белого дома. And they said, President Trump heard about your case. He thinks anti-Semitism is a very big problem on college campuses, and what happened at NYU should never happen. It would be his honor if you'd speak next to him on stage at a conference in Miami. Unbelievable. I'm going to say unbelievable probably 100 times today. Ей сказали на телефоне из Белого дома, что президент Трамп услышал и увидел интервью с Аделой, и он сказал, что он чувствует, что антисемитизму нету места на кампусе в НВЮ, и он пригласил Аделу с ним разделить сцену, когда он давал речь в Майами. So I thought about it, right? I said, am I really going to stand on stage with the president of the United States? Адела не могла себе представить, что это правда, что она будет на одной сцене с президентом Америки Дональдом Трампом. And I said, absolutely. I couldn't imagine all of the things that we went through at NYU, the flag burning, the assault, the boycotts, for this moment. And I said, I'll take the platform. I'll do it. Она решилась на это. Это большой шаг. Пойти на сцену вместе с президентом Трампом. И она решила, что все, что она прошла, все эти, то, что были избивания евреев, они жгли флаги, это все стоило того, чтобы она смогла дать свой голос этому делу, этой теме, и она решилась выступить вместе с президентом Трампом. So I spoke on stage with him at the conference. He was very kind. He gave me the time to speak that I needed.
And 3 days later, they called me back from his team to tell me that effective immediately, he would sign an executive order to make sure Jewish students are protected under Title VI of the Civil Rights Act. I'm going to say unbelievable one more time. 3 дня после того, как она была на сцене с президентом Трампом и рассказала на конференции, что происходит с евреями в НВЮ, через 3 дня ей позвонили из Белого дома и сказали, что президент настолько он вошел в эту тему, настолько он понял, что происходит, настолько это его взволновало, что он сделал executive order. Что такое executive order? Президент имеет право делать некоторые законы сам. Он не должен идти через Конгресс, через судей. Он сам может одной подписью сделать какой-то закон. И он решил использовать свою подпись для того, чтобы внести антисемитизм в Civil Rights Act, то, что нельзя дискриминировать против евреев на кампусах. Adela, this law that he signed, executive order, that was only pertaining to schools, or in general, Jews would be protected under Title Civil Rights Act? So there's some parts of the Civil Rights Act that already protected Jews, Okay. but Title VI is specifically for universities. So this one was specifically for universities. But then came the executive order on anti-Semitism, which uses the same language and talks about Jews as a peoplehood. And that way, whenever there's a law that you can't discriminate against race, nationality, ethnicity, that would also include Judaism, as opposed to a religion of faith. So, because of your actions, the law was expanded not only to schools, am I right? But also in other aspects? In other aspects as well, yes. Unbelievable. В результате огласки, которую сделала Адела, президент подписал закон, который защитил евреев не только в колледжах, но также в других аспектах вообще в повседневной жизни. Включили иудаизм и еврей как национальность в класс, который защищает от дискриминации. And there's a couple of things I realized, right? Because I was one student at NYU. I was one voice. And when I sued, it was for NYU students, so they wouldn't have to go through the same thing again. I never imagined that my case would have a national impact that would help Jews all around the country. Когда Адела начала свое это путешествие, свою борьбу против антисемитизма, она это сделала для студентов в НВЮ. Она никогда не могла подумать, что это распространится на всю Америку, и вообще закон полностью изменится, чтобы дать такую защиту евреям. Adela, I have to get up and give you, and honor you, because you did an amazing thing, something that for years did not exist in America. I mean, for us coming from Soviet Union to come to America and realize there's anti-Semitism in NYU and American schools, that is just unfathomable. It's unbelievable. And you made this change. That's very admirable. Я просто хочу сказать еще раз, насколько я горжусь этой девушкой. В таком юном возрасте она сделала то, что было невозможно сделать много-много лет. И, кстати, нужно дать должное президенту Трампу, что он сделал то, что нужно было сделать за 3 дня, принял такой закон. И вот нам показывает, что может сделать действие одного человека, который верит в свое дело, который делает все возможное, дает огласку, который активист, что это, да, может принести какие-то изменения, какие-то перемены. Adela, but you didn't stop with NYU. You went on to other battles. Adela не остановилась на NYU, она дальше продолжает бороться. И, как я понимаю, следующая битва, которая происходит сейчас, это с CUNY. CUNY — это City University of New York, городской университет Нью-Йорка, города Нью-Йорка, и его поддерживают фонды публичные. Наши налоги поддерживают our taxes. Наши налоги, our taxes support this college. То есть этот колледж, который мы, как налогоплательщики, за него платим, но оказывается в CUNY там просто очень много антисемитизма, и даже больше, чем было в НВЮ, и студенты себя
очень чувствует некомфортно. What I understand is that CUNY, which is supported by New York City taxpayers, is a hotbed of anti-Semitic activity, even though Title VI Civil Rights Act now protects Jewish students. As I understand, they don't comply with this act, and you're going to explain to us what exactly is happening, and you're going to explain to us what is going on in CUNY. You're not a student of CUNY, but you know what is happening there. So first tell us what was happening or is happening at CUNY. Что происходит сейчас в CUNY? CUNY, кстати, такие колледжи, как Кинсборо колледж, это из Brooklyn College, Brooklyn College, Queens College, Hunter, Baruch. То есть все эти колледжи, куда ходят наши дети, многие из нас туда ходили, и, как оказывается, опять же, в городе Нью-Йорк, где евреев, наверное, столько же, как в самом Израиле. There's just as many Jews in New York as there are in Israel, probably. And here, there's anti-Semitism in public colleges. Adela, what is happening at CUNY? The CUNY schools have a very big anti-Semitism problem. Not only on the student level, where you also see boycotts and things like what we saw at NYU, but between professors and graduation speakers. There has never been a single speaker invited that speaks positively about Israel on a public platform, while they have anti-Israel speakers invited to graduation constantly. So when I was working with college students outside of NYU, the CUNY schools were always some of the most astoundingly anti-Semitic of all. So I got involved because Councilwoman Ina Vernikov told me what was happening. I had seen it firsthand, and she told me she was having a hearing. My case against NYU should serve as an example. Okay, let me transfer what's going on here. В CUNY там был антисемитизм не только на уровне студентов, но также на уровне самой школы, потому что школа бесконечно приглашала разных спикеров, которые говорили против Израиля. И школа это позволяла. И ни разу школа не пригласила ни одного спикера, который говорил как-то позитивно, хорошо про Израиль. Adela, but let me ask you a question. Why that Civil Rights Act that President Trump signed did not protect the students at CUNY? So it does. The only issue is that until a student complains and files a legal complaint, the civil rights system can't do anything about it. I've spoken to people who work in the civil rights office for the Department of Education, and they say that when they read about anti-Semitic attacks on college students, they sit at their desk and they wait for a complaint. They wait for the lawsuit, but it never comes through because it's very hard when you're a student to be the person who sues. It's very hard to do what I did at NYU. Exactly. Окей, я спросил, почему тот закон, который подписал президент Трамп, не защищает студентов в CUNY? По идее, это должно на них тоже распространяться. Адела ответила, что не все такие, как она. Но она сказала это более в такой скромной, конечно, манере. Она сказала, что не все такие, как она, которые храбрые и могут, находясь в этой школе, не бояться и судить ту же самую школу. И поэтому люди сидят в Вашингтоне, которые занимаются такими делами, рассматривают такие жалобы. Они говорят, что ни одна жалоба не поступала от студентов в CUNY, потому что они боятся. И мы узнаем в следующем этапе, что именно Adela предлагает сделать и что она сделала. So, no complaints are coming in. So what can we do from the outside? What have you done? I think the most important thing you can do is remember that the law is a tool which can help you change things. But if you don't use it, nothing changes. So what can we do is we can raise our voices, speak at council meetings, and if you know a student, help them know they're not alone. So you are encouraging, if somebody is a student now at CUNY and experiencing discrimination, don't be shy, don't be afraid, follow your example. You already led the path and follow that lawsuit. Of course, and they can reach out to me on my Instagram. I'm happy to help you through it. Excellent, thank you. Adela, она предлагает, она говорит, что те студенты или родители студентов, которые нас слушают сейчас, если вы думаете, что вы как-то подверглись антисемитизму в CUNY-школах, не нужно бояться, нужно следовать этому примеру, который сделала Adela, и нужно начать дело, нужно подать жалобу официально против этой школы. И Adela, она
готова помочь, объяснить, как это сделать, какие шаги. Мы в конце этого интервью, когда поставим его ко мне на Facebook, на Instagram, на YouTube, мы дадим контакты Инстаграма Adela Cojab, и вы можете к ней обратиться, и она нам расскажет, что можно сделать. Окей, давайте мы сейчас... Окей, мы скоро уйдем на паузу, а пока, если у кого-то есть к нам какие-то вопросы, к Аделе частично, можно, в частности, можно обратиться по телефону 347-201-0410, 347-201-0410, и Адела на него ответит, если вопрос того заслуживает. Окей, welcome back to our studio. Я всех приветствую обратно в нашей студии. У нас сегодня наша звезда по имени, фамилии и также по призванию. Adela Cojab. Cojab на иврите значит звезда. Она не только звезда, она еще и гибора. Гибора на иврите значит героиня. Почему? Потому что она борется и боролась, и будет бороться за евреев, за Израиль на кампусах колледжей в Нью-Йорке, в Америке. Кто знал, оказывается, большое присутствует антисемитизм в наших школах, тут и даже в Нью-Йорке. И в результате действий Аделы даже президент Трамп сделал новый закон, об этом рассказали. Теперь мы идем дальше, идем вперед, будем говорить, что надо делать, чтобы бороться дальше с этим признаком. Adela, first of all, let me ask you a global question. Mm-hmm. Why on campuses there is such an obsession with Israel and Jews? I mean, there's so many nationalities in New York. It's a melting pot. There's so many countries that are involved in so many different things. There are countries that sponsor terrorism. Why do you think there is this obsession with Israel? Я хочу узнать у Аделы, как она считает, она на себе это почувствовала очень много. Почему есть такая обсессия с Израилем и с евреями в колледжах? Ведь столько есть других национальностей. Есть много стран, которые поддерживают терроризм. Мы их знаем. Столько в мире происходит. Страна Израиль такая маленькая, юная. Почему вот именно обостряется и заостряется внимание на Израиле? So I think the answer is simple in that there has always been an obsession with Jews. Anti-Semitism transforms from one way to another. And, when it comes to college campuses, you find the worst thing in the world, and that's what you say the Jew is. If the worst thing in the world is capitalism, the Jew is a capitalist. If the worst thing in the world is a socialist, the Jew is a socialist. Can't win. If the worst thing in the world is a white colonialist, the Jew is a white colonialist. When in the past we've been painted as a non-white race. So it really depends on the hatred of the time. And I think when it comes to college campuses, right now everything is about post-colonialism and anti-whiteness. And that specifically has been painted onto the Jew. And how do you do that? With Israel. То есть Адела говорит, что, мы, в принципе, это знали, но она это больше объясняет, то, что евреи и Израиль используются как козел отпущения. Любые проблемы в мире, кто виноваты, кто выпил воду в кране, мы все знаем. То есть, если проблема с капиталистами, кто виноват? Евреи. Проблемы с социалистами, кто виноват? Евреи. Евреи, кругом одни евреи. И особенно сейчас модно бороться с колониализмом. То есть борьба с белыми, борьба за права чернокожих. Но это очень часто передается в антисемитизм и борьбу с Израилем. Потому что они делают? Они используют Израиль как вот этот враг, который во всем виноват. Adela, we got a message for you from one of our listeners. It's actually in English, so you're going to be able to understand it, and you're going to be very happy with this. Wonderful. Прислала нам одна слушательница, просто хочу зачитать на английском языке, message для Аделы. Не вопрос, а просто message. Adela, as an immigrant who knows what anti-Semitism is, I'm absolutely impressed by your actions. I'm really proud of you and wish you success in your life. Good luck. Thank you.
Amen. Thank Very you. nice. Thank you. Написала наша слушательница Адела как иммигрантка, которая знает, что такое антисемитизм. Я очень impressed. Я вами очень горжусь, вашими, чем вы занимаетесь. И я вам желаю удачи в жизни. Good luck, это мы все поняли. Спасибо. И я думаю, что не только одна такая наша слушательница, а многие так думают, что Адела настоящая наша героиня и борец за права евреев в колледжах. Adela, but why then anti-Semitism is usually prefaced, usually starts with anti-Israel, right? I mean, can you be at the same time anti-Israel? Because look, Israel is a democracy. There is freedom of speech in America. Why can't you criticize Israel? That's not anti-Semitic, is it? Why does it sometimes cross into anti-Semitism? I mean, we can criticize America because we want America to be better. Constructive criticism doesn't mean we're anti-American. Я хочу задать вопрос, как она считает, почему, когда люди говорят против Израиля, и они имеют на это право, все-таки есть свобода слова и в Израиле, и в Америке. Израиль демократия, Америка тоже, можно говорить, что хотите, но почему вот эта речь против сионизма, против Израиля переходит в антисемитизм? So that's a great question. A wonderful, wonderful question. And the answer is yes, you can criticize any country in the world. You can criticize Israel. I know I criticize Israel more than I criticize any other country. The difference is that Are you an anti-Semite? Oh, we don't talk politics here. But when it comes to anti-Zionism, you don't believe Israel should exist at all. And when you're advocating against a country's existence, you're advocating for its destruction. And as the only Jewish country in the world, that does cross the line into anti-Semitism. Очень умные слова от Аделы. Она объясняет это так. Что такое антисионизм? Что такое быть против Израиля? Это значит, что вы против того, чтобы евреи имели дом, имели свою собственную страну. То есть вы за уничтожение евреев в мире. И поэтому, если вы против Израиля, вы можете критиковать, проблем нету. Но если вы за то, чтобы у Израиля было право существовать, значит, вы сразу, де-факто, вы против евреев. Это все очень просто. Okay, we have a new question. Okay, interesting question. Денис из Нью-Джерси прислал нам такой вопрос. Adela, did you ever have a case where anti-Semitism was present among law enforcement agencies? Адела, были ли у вас кейсы, где антисемитизм попадался среди правоохранительных органов? Спрашивает Денис из Нью-Джерси. So personally, I haven't seen an actual case in front of me, but speaking to a lot of friends that are Jewish, and speaking to a lot of friends that are Jewish, specifically in Brooklyn, visibly Jewish, you can tell that sometimes policemen also have internalized anti-Semitism. And you saw this a lot during COVID, right? People can have giant gatherings, protests in the street with thousands of people. But if Jewish people were gathering at a minyan or Jewish people are gathering for Jewish holiday services, that had to be broken down. And that was an outbreak. And that was putting everyone else at risk. Exactly. And let's not forget BLM riots. Exactly. And we're going to talk about it in a second too. Адела ответила, что она сама лично на себе не ощущала антисемитизма от правоохранительных органов, но, говоря со своими друзьями, евреями, она говорит, что он точно присутствует. Мы не знаем, в каких процентах, но он есть даже среди доблестной полиции Нью-Йорка. Например, вот самый такой яркий пример, времена ковида, когда евреи, допустим, собирались в синагогах или собирались на каких-то свадьбах, их разгоняли полицейские. А когда другие национальности, или даже когда, например, были, как мы знаем, были погромы в Нью-Йорке, riots от BLM, полиция не так сильно старалась разогнать эту толпу. Кстати, я сам лично хочу сказать, что я поддерживаю разные меры против ковида, которые были в то время, но они должны были быть для всех одинаково. Нельзя было дискриминировать. I just want to say that I am for tough COVID measures. However,
such measures should be applied equally. Equally, If 100%. if you say that Jews cannot go to synagogue, at the same time, you should not have BLM riots or protests where people are together and giving each other COVID. Adela, so right now, tell us, what do you do right now? What school? What are you going for? What are your goals? Адела нам расскажет сейчас, где она учится, какие у нее цели в жизни и чем она занимается. So right now I am in law school because I realized if you're going to do something, you have to do it yourself. So I'm at Cardozo School of Law, part of Yeshiva University, and my goal is to become the go-to lawyer for anti-Semitism. Wow. Адела сейчас занимается в law school, кстати, где я занимался, Cardozo Law School, это очень хорошая школа. Она относится к Yeshiva University, и она поняла на себе, что если ты хочешь что-то сделать, надо сделать это самому. За тебя никто проблему не решит. И поэтому она решила заниматься, закончить на адвоката и быть тем самым адвокатом, куда люди обращаются, чтобы бороться с антисемитизмом, wherever it may be found. Везде, где антисемитизм, Адела будет их судить, и она будет делать перемены в этой борьбе. And I understand this next year you're going to have a very interesting internship. Yes. In law enforcement. Yes. Адела будет заниматься в этом году не только в школе, она также будет работать кстати, в органах правоохранительных. Представь. So in 2 weeks, actually, I'm starting an externship at the Queen's District Attorney in the prosecution office. I'll be working with the major crimes and organized crime unit. So even though I personally am from Mexico, and in Mexico I saw organized crime, it's why my family left Mexico. I'm an immigrant too, right? And it's not only anti-Semitism that's a problem, but the problem is that when the law doesn't work, what do we have? In Mexico, we didn't have the law. In Syria, we didn't have the law. In the US, we have the law, and we have to protect it. So hopefully, I'll be at the district attorney in 2 weeks, and I'll be making some changes. Ну что, Адела продолжает делать перемены, создавать перемены. Она будет работать в этом году в офисе прокурора от района Квинс, где она будет в отделе, который борется с ОПГ, с организованной преступностью. И она видела, когда она выросла в Мексике, в Сирии, что происходит, когда организации криминальные контролируют общество. Что происходит, насколько это небезопасно. И она хочет научиться в офисе прокурора, как бороться с преступностью, а потом, став адвокатом, она будет эти навыки использовать, чтобы бороться с антисемитами. So you're going to use the knowledge you gained how to fight organized crime, how to fight anti-Semites. Exactly. That's the plan. That's Excellent. the plan. But Adela, you before were in a non-Jewish school. You were in NYU. You decided to go afterwards to Jewish school, Cardozo. Now, Cardozo, it's owned by a Jewish school, but it's actually for everybody. What is your advice at this point for a, let's say, secular Russian descent, Soviet descent student? Should they go to a Jewish affiliated school to feel safer, or should they go to a regular school? What would you say? Я хочу узнать совет. Вот, допустим, если вы выходец из Советского Союза, еврей, хотите пойти в школу, куда лучше пойти? В школу, которая связана с евреями, такая как Yeshiva University, еще есть Тура, а еще есть, I think, Barnard College, Columbia, also Jewish, right? Или можно все-таки пойти в школу, где все учатся, и тоже себя нормально чувствовать. What's your advice? So I'll tell you, Cardozo is very comfortable. I am very comfortable. But personally, I think it's our responsibility to go to schools where there has been anti-Semitism. Because if we let other people decide where we as Jews can feel comfortable, then we're letting anti-Semitism win. If we're not at schools like NYU, if we're not at schools like Columbia, then we're giving them the opportunity to make sure it's always anti-Semitic. So if you're secular
And, you know, I'm obviously not saying to put yourself at risk. Right. If I had the opportunity, I would have gone to a non-Jewish school. Адела говорит, что не надо бояться, можно идти в любую школу и, наоборот, использовать свой активизм, чтобы там сделать перемены. Это возможно, и мы это видели, что сделала Adela. Adela, we're going to finish with another very nice comment about you. I'm sure you're already used to this. Еще один комментарий от Аделы. Adela начинает зазнаваться уже. I can see already that you're getting very proud, more and more proud. The modesty is now diminishing, but it's okay. One more great comment. Adela is great. I'm proud of it. Proud of her, I guess. How did she study at NYU after her actions? Oh, it's actually a question. How did you study at NYU after your actions? Did you graduate? Did you have a hard time? When I was at NYU in 90s, I was a Hillel member, and we had Jews and non-Jews as members. Life was different back then. Окей, такой комментарий, что Адела прекрасная, горжусь ею. Вопрос такой. После того, как она начала судить и пожаловалась в NYU, смогла ли она закончить NYU и давали там ей hard time, или там ее обижали, как-то притесняли после этого? So that's a good question. After the flag was burned and after the girl was assaulted, after the hard anti-Semitism, it was very hard for me to go to class. I was actually being boycotted in my Arabic class. No one would partner with me for class projects. I took my exams in a separate room. And I actually left the Middle Eastern Studies department. I started taking classes in creative writing and dance because I just wanted to graduate. But close to graduation, 2 months before, the school gave an award to the anti-Israel group. And that's where I realized I couldn't stay silent. So I sued NYU. About 2 weeks before I graduated, everything went public. They did give me my diploma. I did graduate. But it was awkward, to say the least. Окей, у нас нет много времени переводить. Я думаю, надеюсь, что люди поняли. Но ей, да, она успела закончить NYU. Конечно, ей на этой сцене, когда она получала диплом, не очень себя комфортно чувствовала, но она это сделала, она получила диплом и пошла дальше. Мы сейчас закончим на одном комментарии, который очень интересный. У нас нет времени его обговорить, но может быть в следующей передаче. Комментарий такой. We have a comment. We're going to just read the comment. We're going to end on it. It's a very deep comment. And we're going to see if we have few minutes to talk about it. If not, I think this merits a whole other show. Okay? It's a very deep question. You ready? Okay. Hello, Adela. A lot of Jews dying every day from terrorist attacks. Why Jews need such country such as Israel when Jews are dying in Israel? Вопрос такой. Много евреев погибают каждый день, ну, не знаю, если каждый день, но, к сожалению, часто от террористов в Израиле. Зачем евреям нужна такая страна, как Израиль, где там на евреев нападают? Can you manage to answer in a minute? It's a very deep question. Very deep question. I'll keep it to a minute. Yeah. I'm a Syrian, Lebanese, Mexican Jew. I'm on a Russian radio show. How many countries have Jews been from? We've had Jews in Germany, in Poland, Latin America. Every time that we have Jews are at risk of dying. The one place that we're home, the one place we can always come our home, and the one place that we don't have to answer to anyone else is our own Jewish state. So that's why we need Israel, specifically because Jews are dying. And not only because it's a place where Jews can go, but because it's a place that makes us strong. We're not the Jews of the past. We're not the wandering Jew. We're the Jew that has a home, and we have to protect our home. Okay, for this answer, I have to shake your hand. Thank you. Адела дала прекрасный ответ, уложилась минуту. Она говорит, вот мы сейчас сидим на русскоговорящем радио все вместе. У нас тут выходцы из России, евреи, Украины. Она сама из Сирии, из Мексики. Везде есть проблемы, везде есть антисемитизм. Но есть только одна страна в мире, которая пытается и делает все возможное, чтобы гарантировать безопасность евреев. Это Израиль. Это единственная страна, которая создана евреями для евреев. И поэтому этой стране есть место, и эта страна должна существовать, и мы, как евреи, должны, и не евреи, должны за нее бороться. Adela, thank you so much. This was amazing. I'm very proud of you. Please continue doing what you're doing. I wish you lots of luck in your career. I know you're going to be even a bigger star than you are now. Kotov, all the best to you. Amen. Thank you. Окей, всем спасибо. С нами была звезда, наша героиня Adela Cojab. До следующего раза. До свидания.
Спасибо. Пора раскрыть все карты. Что случилось с Майклом